Раз-раз. Всем привет. В этом видео я продемонстрирую имеющиеся возможности CBSD по автоматизации установок виртуальных машин в гипервизоре Beehive. В первой части доклада я продемонстрирую установку CentOS и Debian с использованием Pixie метода. Данная особенность появилась в версии 11.012, которая вышла почти 2 года назад в CBSD, то есть достаточно давно уже. Вторая возможность, она использует механизмы и функциональность Cloud Init. Это такой пакет питонячих скриптов, который используется для кастомизации и контекстуализации гвоздов. Поддержка Cloud Init появилась в CBZ совсем недавно, поэтому это наиболее интересная, наверное, будет часть доклада. Данное видео может быть интересно в основном трем группам лиц. Это тем, кто уже использует CBSD, интересуется изменениями в новых версиях, тем, кто не использует еще CBSD, но, возможно, ищет такие инструменты, которые позволяют ускорить процесс деплоя виртуальных машин, автоматизировать. Вот, к примеру, мне приходится довольно много заниматься тестированием и исследовательской деятельностью в области IT и программного обеспечения. Поэтому приходится достаточно часто и по много разворачивать самые разнородные, разнообразные дистрибутивы. Проводить какую-то работу, после чего виртуальные машины просто уничтожаются и так по кругу. Тем, кому интересен Cloud Init и не интересен Pixie метод, можете смело прыгать на середину ролика. Ничего страшного вы не потеряете. Ну, напомню, что CBSD это некий фреймворк, состоящий преимущественно из shell-кода для облегчения менеджмента контейнерами на базе Jail и гипервизорами Beehive и Zen на платформе FreeBSD. Все в одном флаконе. Некоторые узкие места написаны на языке C. Также система имеет плагинную архитектуру, и некоторые плагины используют Golang, Python и что угодно. C используется в тех местах, где функциональности shell не хватает, потому что это скриптовый язык, он достаточно ограниченный, в частности, по работе со строчками. Вот, поэтому получается такой микс. Не совсем shell-based, не, не совсем какие-то навороченные языки используются. Как у меня отмечено, новые функциональности CBSD, FreeBSD или гипервизоры не добавляет, в основном автоматизирует. То есть для тех, кто любит все делать руками, CBSD это далеко не лучший выбор, но тем не менее я рекомендую попробовать всем сначала поработать с Beehive, Jail, Zen вручную, просто для того, чтобы получить какие-то общие знания об этом программном обеспечении. После того, как вы устанете 10-й раз делать однотипные команды, вы, скорее всего, начнете писать свои скрипты, что свойственно любому человеку, как-то облегчать себе процесс. И вот на этом месте как раз вам, возможно, есть смысл познакомиться с различными фреймворками по управлению. И CBSD, она одна из них. То есть, возможно, какой-то продукт вам придется по душе. Выберите, посмотрите. Так, начнем с Pixie метода. Pixie PXE и пресет методов. То есть классическая установка виртуальных машин у нас начинается с чего? Мы скачиваем образ ISO-образ с официального сайта через интернет. Давайте вот в CBSD создание виртуальной машины начинается с команды bconstruct.tui. В основном большая часть интерфейса она покрыта диалогами.
для того, чтобы пользователь просто не обременял голову гигантским количеством команд, аргументов. То есть тут более-менее все должно быть интуитивно, понятно. То есть создается виртуальная машина. Давайте выберем любую. И после ввода каких-то обязательных параметров, ну, здесь обязательные параметры, они заданы в профайле, то есть минимальные параметры. Поэтому можно смело переходить к созданию виртуальной машины. ISO-образ вы закачиваете по сети. После чего запускаете вот так. Давайте FreeBSD 3 виртуальную машину мы создали и запустим. В профилях CBSD есть ссылки на официальные ресурсы. Кроме того, для подстраховки пользователей, которые пользуются профилями, проект CBSD поддерживает собственное зеркало. То есть, во-первых, ссылки ведут на официальные сайты, но в качестве подстраховки есть еще зеркала, которые принадлежат проекту. Поэтому здесь сейчас идет сканирование для выбора максимально подходящего для вас зеркала. Не факт, что оно будет для вас близко, но факт, что оно будет максимально быстро для вас отдавать контент. После запуска пользователь видит перед собой инсталлятор для первичного конфигурирования операционной системы. Давайте я все-таки буду запускать операционную систему, с которой будет демонстрация Pixie. Это Linux, потому что я написал сценарий для Debian и для CentOS. Так, давайте выберем CentOS. Я люблю CentOS. Образ у меня уже скачан, поэтому останется только запустить и ждать ничего не придется. Так, поехали. То есть единожды скачав дистрибутив, CBSD она добавляет свой пул ресурсов, образы. Собственно, здесь все образы есть, поэтому второй раз она уже не скачивает. Если ISO-образ на месте, он будет использоваться для всех виртуальных машин. Так, здесь у меня небольшая проблема. IP-адрес не соответствует тому, что записано в настройках. Нода IP он должен указывать, собственно, на management интерфейс. По этой причине у меня здесь сгенерировалась некорректная ссылка. Так. 5901 порт. CBSD по умолчанию выбирает VNC порт свободный в некотором range диапазоне. Но вы также можете указывать всегда фиксированный. Так, система запускается. У каждого дистрибутива свой персональный инсталлятор, который поддерживают разработчики. Какого-то универсального инсталлятора нету. Ну, я демонстрирую на домашней машине, она у меня достаточно слабая, поэтому приходится ожидать загрузку даже Linux, который славится ускоренным бутом.
Ненужная виртуальная машина у нас запустилась, а нужная пока еще нет. Установим лишнее. Так, это у нас... Так, ну вот так вот выглядит классический инсталлятор. То есть, что нам предлагается? Нам предлагается настроить какие-то первоначальные сведения о системе, выбрать диски, выбрать пароли, сетевые интерфейсы и так далее. Ну, список пакетов можно выбрать. Некоторые инсталляторы, они заставляют пользователя откинуться на спинку кресла и прочесть о том, что теперь ваша жизнь, она кардинально изменится к лучшему. Само собой разумеющееся, что после этого вы захотите устанавливать эту операционную систему еще и еще, так до бесконечности. Но каждый раз проходить одни и те же шаги, это достаточно утомительно и рутинно. То есть и в подобной ситуации нам как раз вот может помочь некий скрипт, в котором все наши ответы для первоначальной установки операционной системы, они записаны заранее. И этот скрипт вы можете скормить непосредственно инсталлятору. В этом заключается как раз preseed метод. То есть подобная поддержка, она со стороны инсталляторов есть практически у всех современных и популярных операционных систем. Например, для Windows вы можете использовать XML файл. Для FreeBSD и Linux дистрибутива формат записи, он везде разный, с различной структурой. То есть какого-то единого стандарта здесь нет. Сам по себе Pixie — это стандарт, который позволяет компьютерам, не только виртуалкам, конечно же, загружать операционную систему по сети без использования каких-либо дисковых носителей локальных. И все параметры, необходимые для бездисковой загрузки, система загружает, получает через DHCP протокол, который, в свою очередь, настраивает системным администратором или системным инженером. И в дальнейшем обмен информацией может идти по протоколам NFS, TFTP или HTTP. На сайте CBSD есть небольшая статья. Она больше написана в формате how-to о том, как можно поднять собственный сервис для, для автоматизации и для настройки DHCP сервера. Так, в нашей демонстрации я буду использовать сервер, который находится в интернете, и он имеет запись, DNS-запись boot.bsdstore.ru. Он находится на моем сервере. Давайте начнем с него. Что нужно иметь на этом сервере? Для работы, если вы планируете обмениваться информацией по HTTP, вам, само собой, нужен веб-сервер и корректная конфигурация, которая указывает на корневой каталог, где находятся доступные через HTTP файлы. В моем случае в качестве веб-сервера выступает Nginx, и у него есть виртуальный хост boot BSD-Store, в котором всего несколько строчек. Вот, собственно, существенная строчка — это location на корень, который указывает на определенный каталог. Больше ничего особенного здесь нету. Файлы, которые лежат в этом каталоге, они будут указаны через параметр в DHCP сервере, и сюда будут приходить непосредственно сам инсталлятор операционной системы для получения информации по автоматической установке. Так, давайте откроем Midnight Commander. Здесь у меня есть несколько файлов, вот в частности каталог Ubuntu, Debian, CentOS, которые содержат помимо файлов ядра сами сценарии. Давайте откроем некоторые из них. Вот такой вот страшный формат.
DI Debian Installer, который описывает какие-то определенные настройки. Здесь же у меня есть preset образ для автоматической генерации cloud образа, который мы будем во второй части смотреть. То есть современные операционные системы, они, как правило, помимо ISO образов, генерируют cloud образы, которые отличаются от ISO тем, что это, по сути, не инсталлятор, а уже жесткий диск установленной операционной системы, в котором есть пакет Cloud Init. Но в связи с некоторыми ограничениями Бихаева, в частности, проект CBSD отказался от поддержки загрузки операционных систем методом grab Beehive, поскольку с ним безумное количество проблем и, в принципе, это очень костыльный вариант, с ним лучше даже не заморачиваться. Поэтому загрузка происходит через UEFI. И по этой причине некоторые образы, они просто не рабочие. Поэтому рабочие образы скачиваются с CBD с официальных сайтов, а те дистрибутивы, в которых я был заинтересован, я сделал просто через Pixie, вот автоматическая инсталляция Debian, которая на выходе получает Cloud Init образ. Собственно, здесь то, чем отличается образ Cloud Init от не Cloud Init, а тем, что там есть пакет, собственно, Cloud Init с таким вот названием. Он здесь прописан. Так, другая какая-то настройка на стороне веб-сервера нам не требуется. Отсюда можно уходить. То есть веб-сервер вам нужно и написать непосредственно сами сценарии. Вот, как я говорил, формат записи индивидуальный. Стандартизировать все это пока еще ни одному человеку в голову не пришло. Поэтому повозиться придется, но повозиться один раз. Вот, поскольку демо посвящена CBSD, то мы будем загружать не виртуальные машины, а не физические машины, а виртуальные. Кроме того, со стороны, нам не потребуется помощь со стороны системных инженеров. Даже если в вашей сети уже есть рабочий DHCP сервер, мы настроим свой собственный на хостере, на котором работает CBSD. Давайте обратимся к статье. Не буду особо заострять внимание, просто проделаю все шаги в режиме how to, то есть cut and paste. Итак, первое, что нам надо, это непосредственно DHCP сервер. Пойдем на ноду, на которой будем инсталлировать и установим требуемое. Я пользуюсь PKG методом. Можете пользоваться портами, кто как привык, кто как любит. Второе, что нам надо, это подготовить некий скелет. Это неизменная часть DHCP сервера, DHCP конфигурация будет у нас. Поэтому по статье она выносится отдельным куском. Так. То есть эта часть, она меняться не будет. Ее можно считать в качестве заголовка нашего файла, потому что остальную часть будет писать скрипт, который будет работать в качестве CBSD хука. Если кто не знает, хук в CBSD это в CBSD есть различные стадии, совершаемые над виртуальным окружением. Запуск, остановка и так далее. И при этом вы можете вклиниться вот в эту как бы атомарную операцию и выполнить какие-то свои кастомные действия. При этом это не просто запуск скрипта, а этот скрипт, он через глобальные переменные может получать какие-то параметры виртуального окружения, которые экспортирует CBSD для него. То есть это имя контейнера,
ее IP-адрес, MAC-адрес, VNC-порт, вот все что угодно. В том числе в Beehive даже есть PCI-баз, какие устройства к ней подключены. Ну, это полезно для DevOps, большое раздолье привносит по интеграции CBSD в различные сервисы, такие как DDNS, Dynamic DNS или Service Discovery службы. Ну и для прочей автоматизации это полезно. Так, перенесем конфигурацию. Давайте, само собой, здесь нужно выставить корректные настройки. У меня сеть несколько иная от описываемой в сэмпле, поэтому я ее немножко откорректирую. Сеть 172.16, маска правильная. Ну, пускай 100 будет. Так, ошибочка. И роутер 1. Все. Значит, это неизменная часть, шапка DHCP. Все остальное будет дописываться хуком. Так, что нам еще нужно? Собственно, сам скрипт для хука нам нужен. Мы его можем скачать. Так, давайте последовательно пойдем. Здесь еще идет конфигурация по включению DHCP. Интерфейс у меня RE 0, реалтековый. Поэтому немного отличается от документации. Естественно, надо все дублировать это с умом, то есть с пониманием, что мы делаем. Все, DHCP у нас сконфигурирован. Так, ну здесь идет описание по хуку. Где сам скрипт-то у меня? Хотел бы знать. Была ссылочка на него. Вот сам скрипт, там описание в целом. Вы можете скачать с сайта, либо перенести отсюда. Либо третий вариант, в каталоге дистрибутива CBSD есть каталог Share Examples, в котором есть, собственно, все эти скрипты. Можем отсюда их взять. Мастер престарт каталог — это как раз хук, который отвечает за выполнение скриптов на самом хостере до того, как виртуальная машина будет запущена. Поскольку нам нужно успеть конфигурировать DHCP до того, как виртуальная машина произведет запуск, и нам нужно сконфигурировать хостер, а не внутри окружения что-то, нам другой хук не подходит. То есть мы можем этот скрипт скопировать в каталог root.bin и на него делать ссылки в каждой виртуальной машине, которая будет использовать DHCP. Либо, как написано у меня в статье, можно сделать отдельный профиль для Beehive и, например, назвать его Pixie. И выбирать его при создании виртуальной машины через профиль. Так, теперь создаем виртуальную машину, которая будет у нас загружаться по сети. Пускай это будет опять CentOS. Назовем ее CentPixie. Немножко сделаем больше оперативной памяти.
Немножко дадим больше ресурсов. Здесь больше нам ничего не надо. Создаем виртуальную машину. Но нам нужно изменить метод ее загрузки. То есть по умолчанию загружается с жесткого диска, если жесткий диск пустой, и если есть CD-ROM, запускается CD-ROM. Но нам нужна сеть, поэтому конфигурируем операционную систему через bconfig. И вместо HDD выбираем net, boot from network. В этом случае для загрузки будет использована альтернативная прошивка, которая настроена на сеть. Так, ну думаю, сейчас все пойдет. Давайте. Стоп, я забыл сделать одну вещь, потому что я не дочитал статью собственную. Давайте остановим. Чтобы что-то хук дописывал, нам нужен темплейт. Так, в темплейте указано просто файл name, но это параметры Pixie, откуда мы должны загружаться. Скрипт написан так, что он ищет этот экстра кусочек, темплейт, в системном каталоге виртуальной машины. Для тех, кто интересуется подробностями, просто ознакомьтесь с статьей, почитайте, как работают с Pixie. А мы опять полезем в каталог с сэмплами и достанем этот кусочек. Вот так вот выглядит кусок, который будет дописывать DHCP, помимо MAC-адреса IP. Здесь у меня прописан файл name HTTP, то есть HTTP метод, по которому, то здесь может TFTP быть на ваш локальный сервер или на FS, все что угодно. В моем случае это будет через интернет загружаться. Мы идем user.jls, это рабочий каталог CBSD. JL System это системный каталог для виртуальных окружений, в которых можно какие-то хранить настройки. То есть этот каталог, он не участвует сам по себе в работе или в содержимом виртуального окружения, но это вспомогательный каталог для CBSD. Мы его используем. То есть мы кладем файл dhcp-extra-conf в системе каталог каждой машины. Мы можем это, конечно, в профиль делать. Кладем каталог тех машин, которые должны загружаться по Pixie. Так. То есть, если оригинальный конфигурационный файл у нас выглядит вот так вот, это то, что неизменное. Давайте посмотрим, что произойдет, когда мы запустим виртуальную машину с рабочим хуком. Да, я также забыл прописать сам хук для Cent Pixie машины. То есть у каждой машины в системном каталоге есть каталог мастер, постстарт, престарт. Это то, что выполняется в мастере. Но для джилов есть еще обычный престарт, престоп для того, чтобы выполнять какие-то действия внутри контейнера. Здесь Beehive, здесь этого нету. По умолчанию каталог он пустой. Мы сделаем ссылку, чтобы не дублировать. И давайте запускать, наконец, уже. Так, вот сейчас загрузка у нас должна пойти по DHCP. Давайте посмотрим, изменился ли наш конфиг файл. Да, вот, собственно, тут некий есть признак, который использует хук. Он прописал, во-первых, MAC-адрес, потому что MAC-адрес CBSD известен, она ими рулит.
он выбрал почему-то такой IP-адрес, что оказалось неправильно. Так, давайте это исправим. Он выбрал такой адрес, потому что эта настройка у меня указана в CBSD. Я могу ее показать. Это нода pool. Вот она. Это диапазон, откуда CBSD по умолчанию выдает адреса. Но поскольку мы используем другую сеть, давайте сразу исправим. Так, прошлая конфигурация, она некорректная. Мы ее сейчас уничтожим и сделаем попытку номер 2. Поскольку нам надо бы попасть в эту сетку, мы DHCP обслуживаем вот эту сеть. Скорее всего, IP поставился и в настройках. А, нет, здесь DHCP стоит. Ну, давайте поставим 172.16.0.99, чтобы никто не догадался. Все, начинаем заново процесс. Так, цент, как оно звучало? Пикси, цент пикси. Так, ну, можем еще раз посмотреть, правильно ли сейчас DHCP Dugonf. Да, IP стоит правильный. Обращаемся на VNC, и мы сейчас должны увидеть Pixie меню. О боже, что это? А, все понятно. Да, в моей сети есть уже рабочий DHCP сервер на роутере. Кстати, об этой ситуации написано в статье. Так получилось, что вражеский, то есть внешний DHCP сервер, он ответил быстрее моего локального DHCP сервера и тем самым перехватил пакеты, ответил быстрее на bootp. Вот. В качестве солюшена можно просто запретить трафик извне, во-первых, чтобы виртуальные машины не брали настройки от DHCP, которые мы не контролируем. А во-вторых, это тоже важно, мы можем запретить, точнее не можем, а должны запретить настройки от себя в мир, чтобы не было никакого спуфинга. Иначе ну, кто-то в сети может точно так же загрузиться с нашего DHCP сервера, что будет некорректно. Так, ну, давайте проведем настройку. По этой причине просто не пришло то, что мы ожидаем. Ответил совсем другой сервак. Еще раз. Наверное, последний, потому что все уже проблемы собраны. Так, что на этот раз? Здесь инициализируется прошивка на базе iPixie проекта. И вот это вот меню, оно уже получено через сеть. То есть здесь вы можете создавать любые конфигурации, какие вздумаете, любые операционные системы, которые сможете осилить. Того, что гораздо и что нужно ему. У меня есть профиль для простой сетевой загрузки CentOS, то есть она пойдет в интерактивном режиме. Есть пресид, есть пресид для получения Cloud Image, ну и точно тот же самый имидж, но уже через VNC. Это я просто экспериментировал. Давайте запустим пресид. Пускай он поработает за людей, за нас.
и поставит нам операционную систему без каких-либо вопросов к человечеству. Ну, метод этот достаточно старый. Pixie, она очень широко используется в тонких клиентах, в VDI, когда вам нужно просто удешевить большую инфраструктуру с рабочими столами. У вас есть некий сервер мощный в качестве терминального сервера. Вы клиентам ставите маленькие дешевые коробочки, которые ничего в себе не имеют. И тем не менее они полноценно могут работать с очень тяжелыми приложениями. Есть тонкий клиент, есть VDI, где, в принципе, работает и акселерация, различные протоколы существуют для того, чтобы совсем комфортно работать. В основном они проприетарные. Так, мы видим знакомую картину. Но я сейчас вот руки от клавиатуры вообще убрал, мышку прочь. Собственно, сейчас как раз идет процесс работы инсталлятора. Вот, собственно, вот никаких вопросов, все, процесс пошел. Мы ничего не делаем, только читаем. Ну, можем и не читать даже, если это вы все видели много раз. Пускай эта инсталляция идет, мы плавно переходим ко второй части, посвященной Cloud Init. Так, это что такое? Это моя старая. Так, как я уже говорил, Cloud Init появился совсем недавно, в марте 2019 года. Что о нем хочется сказать? Как написано на статье на страничке, посвященной Cloud Init, в настоящее время этот метод является методом де-факто по быстрому разворачиванию виртуальных инстансов в различных облачных окружениях. Вот более-менее он стандартизировался уже. Апстрим находится у Canonical, насколько я помню. И если говорить кратко, Cloud Init, он использует образы, которые уже прошли вот эту вот долгую стадию установки через инсталлятор. И в случае с Cloud Init мы работаем с образом жесткого диска уже установленной системы. Основная проблема для кастомизации и контекстуализации образа, это непосредственно влезть в сам образ и выполнить необходимые нам настройки. Именно этим Cloud Init и занимается. Вот с точки зрения реализации, Cloud Init это программное обеспечение, которое запускается при старте операционной системы в этом образе и использует различные методы получения данных и производит по ним необходимую настройку. То есть данные она берет извне, из различных источников, каких мы можем регулировать, как нам удобно. А в чем именно заключается поддержка Cloud Init в CBSD? CBSD, она поддерживает метод noCloud в качестве источника. Это означает, что виртуальная машина, она получает все настройки через файловую систему FAT32 MSDSFS или CD960. Это формат ISO от подключенного локального носителя. То есть задача CBSD здесь это сгенерировать и подключить этот образ к индивидуальной виртуальной машине в момент ее старта. В качестве признака, что CBSD должна активировать функции Cloud Init, является факт наличия каталога Cloud Init в системном каталоге виртуальной машины. Если у вас каталог user.jls в качестве рабочего каталога, то он будет звучать user.jls, jls-system, имя окружения и каталог Cloud Init. Так, здесь процесс еще идет.
И помимо того, что этот каталог, он является признаком активации, что нужно собрать ISO-образ, сгенерировать корректный, он выступает сам по себе хранилищем вот этой конфигурации в формате и иерархии, которая ожидает Cloud Init. И это, именно эта та информация, она будет предоставлена виртуальной машине. За форматом, да, обращайтесь на официальный сайт проекта. Он хорошо документирован, он имеет версионность, то есть проект развивается со временем. Какие-то косяки исправляются и неудачные ходы также фиксится. И опять же, какой-то минимальный сэмпл для работы с Cloud Init была добавлена в дистрибьюцию CBSD, уже вышеупомянутый каталог. Давайте посмотрим, как он выглядит. Дистрибутив находится в USR Local или Local CBSD, каталог Share, каталог Examples. Здесь есть каталог Cloud Init. Ну, здесь у меня добавлено пока два профиля. CentOS и Ubuntu. Ну, Ubuntu для Debian подходит, поэтому он здесь не делится на Debian. Внутри есть здесь три файла, их может быть больше. Мета, дата. Ну, это нужно почитать официальную документацию, почему именно так, почему именно здесь. Я просто опираюсь на факты. Здесь написано имя хоста. В качестве примера тут много чего может быть. Здесь у меня прописан network config. Здесь используется первая версия YAML, вторая она по развесисти, по возможности. Есть какой-то менеджмент, то есть вы можете попросить Cloud Init обновить вам пакеты на старте. Это довольно-таки удобно там, на облачной какой-то платформе, где вам лень каждый день пересобирать образы, хотя, конечно, если вы занимаетесь этим, это выглядит привлекательнее. Пакеты устаревают очень быстро, поэтому здесь есть опция, есть возможность включить просто обновление на старте. Resize FS — это образ у вас сам по себе, он занимает минимальный размер, но вы можете делать за одну секунду сколько угодно, какой угодно размер. И вот эта опция Resize FS, она как бы регулирует то, что запустится GrowFS средствами операционной системы внутри. То есть там, если Gpart, то Gpart Resize работает. И дальше уже в зависимости от файловых систем. Можете указывать, какие пакеты ставить. И много-много всего прочего. Для нас интересно, конечно же, если мы ориентируемся на какую-то минимальную настройку, это добавить пользователя, добавить какой-то public key, чтобы мы могли заходить автоматом и дальше уже проводить настройки. Также в этом каталоге есть сэмпл хук файла, который может быть востребован, а может и нет. В зависимости от того, что и как вы конфигурируете. Здесь в данном случае просто идет здесь идет поиск сетевого интерфейса bus, PCI bus, который занимает. Это нужно в основном для Linux, где именование сетевых интерфейсов, оно зависимо от того, в каком басе находится у вас устройство. То есть, если устройство находится в шине номер 3, то сетевой интерфейс он будет называться там ENP-S3, допустим. Если он будет в четвертом, то четвертом. То есть это динамическая конфигурация. И в случае с YAML Network Config версии 1 это становится проблемой, потому что вы не знаете, какое имя интерфейса у вас будет. И вот тот хук, который входит, он как раз решает эту проблему. Если в CentOS пока что
настройка по умолчанию гарантирует, что первый интерфейс всегда это H0, то в Debian Ubuntu там все гораздо хуже и моднее. Так, ну здесь уже какая-то финальная стадия происходит. Но, тем не менее, вот вы видите, сколько времени занимает у нас установка через ISO. Так, поддержка Cloud Init в CBSD, как я сказал, она заключается в генерации ISO. То есть для того, чтобы активировать ее, мы вот ту виртуальную машину, которую мы сейчас установили, Cent Pixie, если мы создадим здесь каталог Cloud Init, запишем сюда какую-то минимальную конфигурацию, все, вот это вот есть признак того, что CBSD активирует Cloud Init для этой виртуальной машины на ее старте. Но единственное, что поскольку это та машина, которую вот я сейчас устанавливаю через ISO, Cloud Init пакет он не входит в базовую поставку CentOS. Там, наверное, минимальная у меня дистрибуция, тем более выбрана. И несмотря на то, что ISO сгенерируется для Cloud Init, он сам по себе не рабочий будет. Но как бы тут можете сами делать свои собственные кастомные сборки. То есть вы можете поставить вот таким вот образом из ISO виртуальную машину, зайти в нее постфактум, поставить пакет Cloud Init и экспортировать этот образ уже, он будет рабочий с Cloud Init. Помимо этого, как у меня отмечено на сайте, в CBSD входит такой бонус приятный по использованию Cloud Init и генерации YAML файлов на лету. Так. Давайте я, наверное, в качестве бонуса продемонстрирую, чтобы хоть было понятно, что у нас получается в качестве выхлопа. Как здесь описано, эти образы, они доступны в профилях CBSD. Так, у меня VNC консоль порвалась, значит, система, все, она уже установилась и перезагрузилась. Ну, сейчас давайте все-таки завершим демонстрацию той виртуальной машины. То есть сейчас она, если выключить загрузку по сети, она загрузится уже с жесткого диска, установленного жесткого диска. Вот поскольку мы каталог Cloud Init создали, давайте еще раз запустим. Где же ты? Вот она. Ну, здесь вот есть некая даже маркировка, что Cloud Init enabled. Что, в принципе, из-за, как я уже сказал, типа дистрибьюции это бесполезно сейчас. Она работать не будет. Там нужно будет просто доставить пакетик. Так, это уже загрузка непосредственно жесткого диска. Все, система готова. То есть что сделала CBSD на старте? Давайте проверим. Rails System, Cent Pixie. Здесь у нас должен появиться файлик seed ISO или ISO. Он содержит в себе, собственно, все файлики, которые были в систем каталоге, и они доступны для монтирования и использования внутри операционной системы. Так, и давайте посмотрим уже на саму работу Cloud Init. Я не буду кастомизировать эту машину установленную, а просто воспользуюсь профилем. Так, да, тип операционной системы Linux. Пока что в CBSD профили есть для Linux систем, но это со временем оно будет справляться.
бы количество профилей, оно будет со временем увеличиваться, тем более, что вы сами можете самостоятельно собрать и выслать профиль через GitHub репозиторий. Здесь все полностью открыто, и помимо есть организация CBSD, куда входят какие-то люди, кто-то контрибьютит. Есть отдельный репозиторий CBSD BAM Profiles. Это те профили, которые используются CBSD. То есть они все открыты, в них же заложена контрольная сумма официальная. То есть даже если вы скачали ISO-образ из зеркала, непонятно где установленного, неофициального, при наличии контрольной суммы, а в основном все профили, они сумму имеют. Если не имеют, то будет варнинг какой-то. Если вы скачали с какого-то недружелюбного образа, недружелюбного зеркала образ, и он оказался там, не знаю, затрояненный, то вы обнаружите это через контрольную сумму, потому что контрольные суммы, они хранятся вот у всех на виду на центральном сервере. Так, ну давайте тоже еще одну. Вот внизу списка есть Cloud Images. Здесь пока что 4 профиля. Вот это официальный образ Debian, есть официальный образ Ubuntu. А это самосборка. Как раз вот из пресида. Давайте поставим Cloud образ CentOS. Cloud 1. При выборе Cloud образа у нас появляется Cloud Init Options, где мы можем ввести какие-то предварительные параметры. То есть это уже действительно будет закастомизировано. 199, допустим. Адрес возьмем. 82, 17, 16. Так, и здесь мы можем вставить какой-то RSA ключ. Давайте заведем какого-нибудь пользователя сюда. Тест. От которого мы просто зайдем. Ну, вы можете там, любой свой ключ использовать для удобства. Так, у нас там ED ключи есть, наверное. Давайте сгенерируем свой ключик. Так, вот у нас в скрытом каталоге ssh.ssh в домашнем каталоге тест есть публичный ключ и есть приватный. Публичный ключ не страшно никому светить. Давайте мы его и запихнем, скормим Cloud Init. Так, где у нас конфигуратор был? Все. И, как я уже сказал, вы можете делать любые конфигурации. Сделаем не 10 гигабайт образ. То есть сам образ, он весь, естественно, минимальный размер. Давайте сделаем 100 гигабайт. 4 ядра. Погнали. Вот произошла автоматическая генерация. Нам осталось только запустить. Ну, образ я здесь еще не скачивал, поэтому, как и в случае с профилями из ISA, будут для получения образа используются урлы, которые прописаны в профиле. Придется подождать. Кстати, заодно пока скачивается, хочу сказать, что вы можете настроить свое собственное зеркало. О том, как это сделать, написано на сайте. И если у вас есть ресурсы и есть желание помочь проекту, вы можете засубмитить через GitHub свое собственное зеркало.
И люди, которые используют CBSD, я надеюсь, такие есть, они будут в том числе сканировать и ваши зеркала, и если ваши зеркала окажутся для них предпочтительные по скорости, допустим, вы находитесь в стране, где зеркала CBSD нету, то вы тем самым поможете там, своему собственному населению, стране, да и себе тоже, поскольку скачивание пойдет с этих ресурсов, с ваших. Здесь у меня выиграл ближайший сервачок по скорости, поэтому скачивание оно идет с него. То есть даже не важно, что, допустим, какой-то другой ресурс, он может быть где-то в одном городе, даже вот там, в соседней комнате стоять. Если он проигрывает по скорости, то CBSD предпочтет скорость, нежели какие-то другие параметры предпочтения. Так, вот важное замечание. Несмотря на то, что CBSD она написана без привязки к конкретной файловой системе, в частности, сейчас почти все менеджеры на FreeBSD, они заточены под ZFS и просто не способны работать на какой-то другой файловой системе, что не очень хорошо, потому что кроме UFS есть еще DFS в виде GlusterFS, CEF, NFS, что довольно-таки полезно в виртуальных окружениях. Вот, но несмотря на то, что привязки нет, я очень рекомендую использовать ZFS, если вы работаете с клауд-образами. Почему? Сейчас произошло скачивание образа в каталог с ISO образами. Если файловая система UFS, каждый раз создавая виртуальную машину, CBSD будет копировать из этого каталога ISO образ в жесткий диск виртуальной машины. Это, конечно, все равно намного лучше, чем по времени, чем использование инсталлятора, но это как бы классическое копирование, то есть оно занимает энное количество времени и ресурсов, просто чтобы продублировать. Поскольку в качестве ISO образ он сам по себе маленького размера, для виртуальной машины, естественно, у всех свои персональные, индивидуальные настройки, и CBSD будет она увеличивать его объем до тех размеров, которые вы выбрали. То есть я выбрал 100 гигабайт, поэтому CBSD она будет до 100 гигабайт сейчас раздувать не то, что она скачала, а, собственно, сам жесткий диск. Поэтому в первый раз, когда вы используете образ CBSD, на ZFS она конвертирует скачанный образ в ZWOL. В этом случае у вас следующие запуски, они будут проходить мгновенно, потому что будет использоваться copy and write метод. То есть здесь даже не будет копирования, здесь будет ZFS клон, и вы из образа получаете виртуальную машину моментально и с необходимым объемом. То есть вот этот вот прогресс-бар, если у вас ZFS, вы его видите только один раз для каждого индивидуального образа какого-то профиля. Так, ну пока CentOS запускается, раз это какое-то время занимает, можно попробовать запустить скачивание еще одного образа. Давайте это будет Ubuntu. Ubuntu много так не дадим. Не такая уж она и хорошая, как CentOS. Так, Cloud Init. 172, 16, 0, 200 пускай будет. 172. Ну, здесь пользователь Ubuntu. Кстати, вот он здесь задается. Еще раз скопируем
ключик от пользователя тест. И запустим. То есть, если у меня образа нету сейчас на локальной машине домашней, это весь сценарий повторится по скачиванию и конвертированию Ubuntu 1. Да, образа нету, пускай скачивает. Так, что у нас с CentOS? CentOS запустилась. Мы можем посмотреть. То есть вот эта загрузка, она уже с жесткого диска. Вот мы видим, что Cloud 1, это имя хостнейма применилось. Так, я забыл, какой я дал айпишник. Так, разрешение экрана у меня здесь маленькое. 199. Собственно, вот машина доступна. CentOS. Бадам. Не получилось что-то. Что же делать? CentOS. Ну, вроде как правильно. Так, ну давайте проверим, что с Ubuntu произойдет. Может быть, я что-то неправильно ввел. Так, а здесь контрольная сумма не сошлась. Ну вот это как раз тот самый случай, про который я говорил. По всей видимости, ага, на официальном образе он, видимо, часто очень перепаковывается. Там постоянно меняется контрольная сумма. Поэтому пошло скачивание уже с зеркала CBSD, который подстраховывает от таких случаев. Так. Поставим ping. Так, какой рутовый пароль, я, честно говоря, не знаю в нашем образе. Хотя, может быть, знаю. CentOS, наверное. Да. Так, ну, по крайней мере, мы видим, что файлосистема заресайзилась. 100 гигабайт. Что у нас с пользователем-то? Пользователь CentOS есть. Значит, у нас не отработал ключ. Видимо, я его не так скопировал. Хотя он выглядит как рабочий. Так, может быть, SSH по умолчанию не использует это. Так, где у нас? Вот это вот у нас приватный ключ. То есть, возможно, там настройки SSHD некорректные и не пускают. Давайте все-таки проверим теорию. Ну все правильно. SSH, она, видимо, по умолчанию ищет ID RSA ключ. Собственно, вот мы на машине. Значит, все работает как надо. 100 гигабайт. Так, как у нас поживает Ubuntu? Для Ubuntu должен был отработать ключик. Ага, вот пошел. Вот пошла Ubuntu загружаться. Скорее всего, она уже доступна. Давайте попробуем. Ну, все правильно. Там пользователь был прописан Ubuntu, а не CentOS. Все. Вроде как все отработало. Мы видим дисковый объем, тот, который мы и ожидали. IP-адрес тот, который мы вводили. И система для нас доступна. Так, CBSD где-то в Ubuntu. Увы. Все. На этом спасибо за внимание.
тестируйте, наслаждайтесь, если это приносит какую-то пользу, и получайте удовольствие от своей работы. Всем спасибо, до свидания.